Короче, ребят, это... Ты писала, что ли? GamePro, ребят. GamePro клавиатура. Я вам скажу, GamePro сделали то, что должны были сделать очень давно. И сделали они очень интересную вещь. Коллаборация с Keychron, или Keychron, где Keychron полностью собирает вот эти вот клавиатуры. Это линейка из 3 клавиатур, которые уже в принципе входят, наверное, в премиальный сегмент. Это механические клавиатуры. Мы сейчас поговорим и о свитчах, и о кейкапах. Мы поговорим о технологиях подключения, о подсветках. Ты покажи вот эту подсветку. Знаете, тут, короче, вообще просто класс. Тут с помощью Function Q вы нажимаете и меняете кучу разных пресетов подсветок для каждой клавиатуры. Для вот этой вот клавиатуры есть у нас там изменения подсветки. Они все с подсветками. Для этой, для средней, для маленькой. Я вам сейчас расскажу, какие клавиатуры, какая мне из них понравилась, потому что на самом деле различия есть. И даже не в форм-факторе проблема. Кстати, знаете, как они называются? Маленькая называется Йорт, средняя называется Рагнар или Рагнар. А ну напишите, на какое ударение правильнее делать. Или лучше будет звучать. А чем мы спрашиваем, какую правильно, как нам будет нравиться? И Дракар. Вот Дракар точно мне нравится. Дракар, наверное. И эти клавиатуры меня немножечко удивили, потому что я получил то, чего не мог получить давно. Чего не хватило мне? Мне не хватило прозрачных кейкапов, но полупрозрачных имеется в виду. Я просто их люблю, полупрозрачки. Потому что если клавиатура с подсветкой, но вы же кейкапы можете менять. А вот что еще интересного и про все их технологии, давайте, наверное, пойдем с вами, будем их распаковывать, обсудим, потестируем, а потом будем делать выводы. На канале Технозон. Поехали. Технозон. Теперь рассмотрим их поближе. 3 клавиатурки, которые представила GamePro в коллаборации с Keychron. Кстати, собираются они конкретно на Keychron. Дракар, Рагнар и Йорт. Йорт это, кстати, 75%, 87% и 96% соответствия, конечно же, в зависимости от количества кнопок и их форм-фактора. К кейкапам мы вернемся чуть позже, но здесь вот сзади у них сразу же, кстати, это моделька MK266BL. Здесь у нас MK285, ну я ВК читал, БК, и MK305WH. Сразу же видим основную особенность этих клавиатур, это Gasket Mount с 6 слоями шумопоглощения. Чтобы вы понимали, тут у нас, смотрите, ну идет сам по себе кейкапы, да, сами по себе, смазанные свитчи, ну к ним тоже вернемся, корпус, гаскеты, пластина, гаскеты и пошло. Шумопоглощающая пена, пена AXP, потом полиэтиленовая пленка, RSV, ну, PCB плата, короче, будем так читать. Латекс, акустическая пена и полиэтиленовая пленочка, батарея и корпус. Вот это вот классно, и у вас возникает ощущение, вот, что они вот тихие, такой звук такой чуть резиновый, и вот, знаете, такое ощущение, как будто клавиатура немножечко пружинит. Но к этому мы сейчас вернемся. Давайте их вскроем, наверное, да? Конечно же, мы их уже чуть-чуть тестировали. Давайте открываем клавиатурку. Раз. Клавиатурка. Что у нас тут в комплектике? Ну давайте еще посмотрим. Набор кейкапов, кстати, если вы не видели. Экстрактор, конечно же. И отверточка. Смотрите. Все как бы классно, красиво. Это убираем. Давай так сразу его вообще нафиг убираем, чтобы оно нам не мешало. Правильно? Это у нас Рагнар. Давай, открывайся. Открываем и достаем. Раз. Есть, конечно же, экстрактор. И есть тоже кейкапы разных цветов и донгл. Здесь донгл отдельно, потому что на других донглы идут в комплекте, я вам сейчас покажу. Чуть тоже есть кейкапы разных цветов. Давайте убираем их. И вот такой вот Йорт. Классные названия, да, такие прям.
Вот такой вот ёрдик. Здесь кейкапов нет дополнительно. Здесь просто экстрактор и клавиатурка. Так, экстрактор нам сейчас пригодится. Давайте по типам подключения. Донглы, Bluetooth и USB. Очень легко переключается. 3 типа подключений на каждой из клавиатуры. Внутри у нас есть аккумулятор на 4000 мАh. Все клавиатуры у нас имеют, видите, дополнительные ножки. Смотрите, есть 2 уровня на любой. То есть здесь есть, видите, 2 уровня. Резиновые такие ножички. И здесь тоже, но здесь у нас 1 уровень, да? Или 2 уровня? Нет, 1 уровень. Теперь, здесь у нас донгл был отдельно. Переключатель вот здесь, вот USB, Type-C тоже есть. Донгл здесь сзади встроен. Тоже есть переключатель USB Type-C. И здесь донгл сзади. Тоже сзади переключатель. Кейкапы для клавиатур белого и черного цвета имеют профиль Cherry, а синего цвета имеют MDA. При этом сделаны из матового PBT пластика, Double Shot, который не блестит, не стирается со временем. И вот действительно это долговечное какое-то решение. Теперь свечи. Я вот снял одну кнопку, чтобы вы видели. У нас с вами стоят крутые, это топовые свечи, очень плавные, тихие. Это Keychron Super Switch Red Silent. Давайте, достал один свич. Смотрите. Они срабатывают при силе 45 грамм. При этом, ну, где-то плюс-минус 15 грамм. Имеют ход до сработки 2 мм, а общий 4 мм. В принципе, свечи у нас заменные, можно поменять на все, что угодно. Смотрите, вот, можем их поставить на место. 2 свеча и потом поставить, в принципе, уже кнопки сверху. Кнопки заменяемые, пожалуйста, меняйте как хотите. Кейкапы можно достать любые, поставить. И, кстати, вот такие вот свечи, это означает, что кнопки реагируют мгновенно, без клацаний, без именно ощутимых каких-то остановок. Ну, знаете, вот этого нет ощущения, как масло, легко, тихо, быстро и идеально подходит и для гейминга, и для программирования, и для работы с текстом. Кроме того, что тут есть hot swap, да, вот этих всех вещей, есть RGB подсветки на некоторых моделях. Мы сейчас включим, посмотрим. Я еще их не включал, я как бы их изучал, но есть поддержка, заявлена поддержка NKRO, которую мы сейчас проверим. Это значит, что все кнопки, вся кнопка считывается одновременно все, то есть он сканирует одновременно все кнопки, у нас не должно быть, по идее, ограничений при нажатии. То есть у меня есть тестеры NKRO, есть тестеры задержек, сейчас пойдем с вами будем их тестировать. Короче, я предлагаю сейчас перейти конкретно на наш ПК, подключить их и реально заморочиться, затестить. Да ладно, они же еще изучают. Блин, как мы могли с тобой не протестировать звук клавиатур? Давай вот сейчас так разместим. Они, кстати, даже звучат по-разному. Смотри, я сейчас микрофончик поднесу, забыл. Послушайте на этот классный звук механической клавиатуры. Какая тебе нравится больше? Вот это? Да. На втором месте белая, а черная. Вот это более такой. Да. Да, вот этот прям топ. Вот этот прям топ. Ну, ладно, давай, пошли все-таки тестировать дальше. Переходим к тестированию. Давайте начнем мы, наверное, с самой крутой, самой беленькой, самой красивенькой. Давайте берем донгл и будем подключать. Воу, у нас подсветочка включилась. Да ладно. Прям красиво. Ребят, знаете, в чем фишка? Я подсветку вот вам сейчас сниму в проходках, увидите. Ну, хочу попробовать, во-первых, да, в принципе, все кнопочки у нас срабатывают. Дополнительная клавиатурка работает. Кстати, прям похожа на то, что у нас есть именно. Так, delete. Да, вот видите, 96% инсерта нет. Но это все мелочи жизни. Так. Есть смысл на другое проверить. Так, мне интересно NKRO. Смотрите, какой прикол. Реально, у меня просто столько рук нет и ног нет. Но реально опрашивает все практически кнопки. А ну, лисичка, нужна твоя помощь. Сейчас мы тут задаем чем-то. Есть 37, 40. А ну, нажми еще, протяни лапку и понажимай там Shift, Ctrl, единичку. Да, мы просто больше физически мы нажать не можем кнопок. Все.
Короче, ребят, да, действительно не обманули, НКРО работает и на максимальное количество кнопок, прям топ. Я вам скажу, очень адекватная клавиатура, очень удобно печатать. Ну давайте в ноутпадике что-то. Ну-ка. Как это удобно печатается. Да, для меня, вот я вам честно скажу, я предпочитаю больше полупрозрачные кейкапы. Ну, это прям очень адекватно. Очень адекватно. Слушайте, по этой большой зачет. Мне хочется маленькую попробовать. Кстати, донгл здесь магнитный. Он реально там магнит неодимовый внутри, скорее всего. Смотрите, раз он прилип и не выпадает. А ну-ка маленькую. Дай мне здесь другой профиль у нас. А ну, сейчас мы попробуем. Ага, вот, донгл нашел. Сейчас хочу попробовать. Смотрите, у нее задержка ничуть не меньше, ой, ничуть не больше, чем у клавиатуры, которая прям нативная ноутбука. А это прям, слушай, вау, она прям маленькая. Так, сразу, ее ж надо включить для начала, да? Да, о, 2,4. Так, есть, громкость есть. Да, она тоже светится. Поснимаешь, ребятам, все подсветки, да? Все светится, ну, function, здесь тоже яркость меняется, да, этой подсветки. Какой звук, какой мягкий ход, а? Какой мягкий ход. Так, убери свои лапки лисичьи, давай, убирай. Так, мне нужно здесь протестировать, вот мы как раз, сейчас, слушайте. Так, лисичка, лапки. Дай потрогать. Нет, это... Не надо, это все мое. Тебе такую клавиатуру не покупали. Все. Я не знала, что она такая крутая. Ну, все, ты отлиняла на клавиатуру. Я согласна на клавиатуру. Слушайте, какая она прикольная. Ну да, допустим, слушайте, прям приятно. Ну да, здесь мы именно совпадает у нас покрытие, да, клавиатуры. Так, НКРО тест. Ну давай, сейчас будем зажимать. Я сейчас буду смартфоном зажимать, не знаю. Вот так вот сейчас. Смотрите, 28 кнопок смог нажать. Лисичка, зажимай, только подожди. Зажимай 34, 36. У нас больше не хватает пальцев, чтобы зажать кнопки. Ладно. У нас просто тупо не хватает. Но НКРО работает хорошо, правильно сделано. То есть нету вот этих вот моментов. 43. 28. Все, ребят, короче, опрашивает все кнопки одномоментно. Слушай, а давай третью еще подключим. Я чисто хочу посмотреть. Пока что мне, вот мой рейтинг, это вот это вот мне больше нравится. Мелкая. Мелкая мне больше нравится. Большая, слишком большая как таковая для ноутбука. Я очень редко пользуюсь цифровой панелью. У меня ноутбуки без цифровой панели, кстати, все сейчас. Раньше как-то использовал, потом перестал работать с таблицами и все, и забросил это дело. Возможно, средняя. Ну, средняя что у нас? А ну-ка, средняя. Так, включаем 2.4 донгл. И тоже есть подсветка. И тоже есть подсветка. И подсветка есть на всех. При этом здесь у нас тоже также изменяемая подсветка. Блин, красиво, слушайте, вообще классная клавиатура. А ну сейчас попробуем попечатать. О, не, Леночка, вот средняя, это просто кайфово. Я тебе говорю. Средняя, не маленькая, средняя. Вот прям на первом месте средняя, на втором месте для меня чисто вот маленькая. Она мягче, она прям вообще... Нет, свечи одни и те же, звук разный, понимаешь, скорее всего конструктивно. Ну, что-то чуть-чуть, да, что-то возможно отличается, но это прям топ. Давай попробуем здесь тоже зажать максимальное количество кнопок, насколько хватит у нас. Подожди, да, я обновлю и сразу одномоментно. 30. Да, здесь тоже НКРО, спокойно она, вот насколько у нас, давай еще одну добавим. Блин, насколько пальцев хватает, настолько. Опрашивает все кнопки одномоментно. Это мы подтверждаем. Тут посмотрим, что у нас получится. Все кнопки надо проверить. Так, лисичка, сейчас кто-то по пальцам получит. Так, у нас здесь получается с помощью наших кнопок можно...
можно покрыть вот это вот все. На все остальное кнопок нет. Нет, это не она. А, вот, да, здесь есть это. А там нету такой, да? Там нету. Там нет. И на большой, кстати, такой нету. Ха-ха-ха. Вот такой вот нету. Все, слушайте. Не, средняя мне прям нравится. Средняя мне больше всего понравилась. В качестве выводов скажу. Могу ли я их рекомендовать? Однозначно могу. Хорошие, тихие, смазанные свечи. Хорошее качество исполнения, тихое, мультивозможности, да, там есть вариант переключения на виндовую, на маковую клавиатуру, при этом 3 варианта подключения, донгл, USB, Bluetooth, подсветка, хорошая батарея на 4000 мАh, делает этих клавиатуры, ну, действительно очень-очень заманчивым для приобретения. Подходит кому? Да всем, кому угодно, для работы, для игр, для просто как для повседневного использования, даже для непритязательного пользователя. Мне понравилась вот эта вот клавиатурочка, которая называется Ragnar или Ragnar. Лисичке понравилась Fjord. Вообще я бы назвал бы Fjord. Красивее, да, так, Fjord. Большая, это уже, наверное, такое, знаете, там больше для геймеров. И, конечно же, вот эти вот моменты того, что сканируются все кнопки одномоментно, это именно для геймера очень важно. Очень важно. Я рекомендую. Ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.